Всем привет! У нас сегодня таро-прогнозы, гороскопы для Тэхёна и Чонгука. Я скажу по отдельности каждого для них, а общий для тыкуков, вигуков я запишу следующий за этим, и он будет отдельно, скажем, да. И мы сначала спросим на Чонгука. Скажу, что у него эта неделя будет вознаграждение. Вот назовем неделю для него вознаграждение. Смотрите, карта дьявол. То есть реально вознаграждение, да, карты вышли. Так, что у него? Вот смотрите, начнем сразу с той карты. Вот все не случайно в жизни происходит. И вот карта дьявола вышла. И начинаю я астрологический прогноз для Чонгука с того, что у него начало недели начнется плюс-минус, не забывайте, с того, что он будет постоянно ссориться, да, вот у него будет желание поссориться, и особенно, знаете, здесь с близкими людьми. А знаете из-за чего? Из-за того, что у него просто скопилось огромное количество дел каких-то, и в связи с поездкой, с его отсутствием, их никто там не решал, да, вот карта, смотрите, поездка, и нужно было решать какие-то дела, а он не решал, потому что он был в поездке. И нужно было вот общаться, разговаривать, решать свои вопросы какие-то, но его не было, и из-за этого, скажем, также будет затрагивать и личные отношения, потому что, сами знаете, работа вечно накладывается на личные, недомолвки какие-то конфликты. Но я не хочу так сказать, конфликты, это все мелкое такое. Но самое главное, что это будет касаться, будет затрагивать взаимоотношения, личные взаимоотношения. Встречи. У него прям очень много встреч с понедельника. И самое главное, он прям будет помешан на спорте, да. И об этом мы услышим, узнаем даже от него самого. Еще раз эта карта вывалилась, да, у нас была внизу. Увидим, услышим, среди недели будет валять дурака. Кстати, шут вышел. Ну, это вообще карты, конечно, валят дурака. Отдыхать, скажем, ну, так, красиво сказать, отдыхать. А в свободном полете сказать валять дурака, в общем. Перемены, хотелки. И вот я и говорила, что вот будет касаться очень сильно чувств каких-то, да, вот лично близких, и он будет ранить как-то близких людей. Вот это вот, ну, шут вышла карта, да. Хочу чего-то, да, и вот будет как бы нагнетать. Скажем, эмоции, карта шут, она связана, и дьявол там была внизу, а карты очень тесно связаны с эмоциями, будут зашкаливать. Я говорила, да, увидим, услышим спорт. Будет такая ситуация еще, я говорю о том, что мы можем увидеть и услышать. Вечер в компании друзей, это тоже будет. Это не лично, там, допустим, с Т он будет, да, а именно в компании какой-то, будет ли там Тэхён или нет, просто говорю в общем, да, с друзьями. В течение недели будут такие ситуации, как я говорила, эмоции зашкаливают, и очень много будет переговоров с близким человеком. То есть постоянно будут о чем-то разговаривать. И вот смотрите, здесь мы можем в этом участвовать. Обращайте на это внимание. То есть мы реально, то есть будут какие-то лайфы, возможно, от него, а возможно какие-то посты и так далее, где вот будет такое, знаете, ну, намеки на пару и что-то о том, что, ну, ведутся какие-то разговоры и так далее. Ну, карту, в общем. Смотрите, карта какая вышла, десятка чаш. Вообще эта карта, вот если сказать о нем сейчас, то он отдыхает, видим, да, десятка чаш это карта отдыха с семьей, расслаблен, наслаждается, счастье, покой и так далее. И карта еще раз карта вышла с семьи, да, и вот, возможно, у него а эта карта официально сейчас какой-то отпуск, дали ему там 2-3 дня, вот отдохни, набери сил и так далее. И вот он и чем занимается сейчас. Потому что карты больше вышли, что сейчас у него происходит. И с 26
по 2 июля, они прям вот выскакивают, да, вот карта вышла мир опять у нас, и 7 чаш. Я хочу сказать, что карта мира, вот у нее такие подытожные карты вышли, под итогом, и хочу сказать, вот что-то, к примеру, у него реально какое-то завершение чего-то, да, возможно, каких-то проектов. То есть и карта вышла желание, то есть получение желаемого. Смотрите, карты практически вышли все завершения, подведение итогов. И получение, эта карта специально вот подтверждение завершения каких-то дел. Как я и говорила, даже мы на карте видим, вот эта карта связана с поездками куда-то. Эта карта может быть связана с какими-то мероприятиями проведения. Вот это проведение каких-то мероприятий. Ну, в общем, человек отдыхает. Вот эта карта, она может говорить о спорте, и вот эта карта о спорте. Я сказала, карты так вот вышли, подтверждают, да, это вышло желание реальное. Что пожелал, и, в принципе, желания сбываются, и карты окончания вышли. Так, ну еще достану ему. Ну, еще выгоды, то есть он реально, у него какой-то... здесь, возможно, награда какая-то, здесь деньги какие-то. Мы, конечно, об этом можем и не узнать, но карты вот выходят реального вознаграждения. То есть, если мы посмотрим, вот карты вышли реального результата, подведение итогов и получение гонорара. А это карты две вышли, реально связаны с организацией какой-то. Мы же видим, Иерофант вышел, а это его карта. Энергетика его. И поэтому карты вот говорят реально вот получение какого-то результата, итогов и так далее. Я сейчас не затрагиваю личные его отношения, но здесь очень много карт вышло личных отношений, да, практически все карты личных отношений. А я здесь не говорю сейчас о личном. Следующий у нас Тахион с 26 по 2 июля.